Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 11 августа. В Вашингтоне поздний вечер. В Киеве это видео вы увидите рано утром в понедельник. Для начала хочу сделать административное сообщение. В понедельник примерно в 3 часа по киевскому, или, скажем так, в 15:00 по киевскому времени я размещу очередное видео на своем англоязычном сайте. Поэтому большая просьба, не поленитесь, зайдите туда по ссылке, которую я вам уже демонстрировал. Я сделаю еще раз в описании этого видео. Подпишитесь, кто не подписался, поставьте лайк, прослушайте, может быть, какое-то время это видео. Это критически важно. Вы из этого текста, который я вам сейчас изложу, вы поймете, что вопрос стоит остро, ребром. Поэтому работа английского сайта на американскую аудиторию принимает критический, экзистенциальный характер для Украины. Я не шучу. Сейчас вы все это поймете. Теперь вы должны понимать, что главный канал для меня по-прежнему остается вот этот, русскоязычный канал. Поэтому, кто его смотрел, продолжайте смотреть. Английский – это для тех, кому английский родной или английский ближе, чем русский. Им удобнее слушать на английском. Тогда добро пожаловать на английский канал. На английском канале я не буду размещать ничего, чего нет и не было на русскоязычном канале. Поэтому те, кто будут продолжать смотреть только русскоязычный канал, ничего абсолютно не потеряют. Ну, а теперь приступим к делу. Хочу сначала огласить народную мудрость. Это будет как бы эпиграф к тому видео, которое, значит, сейчас вы увидите. Мне прислали один из моих зрителей. Народная мудрость. Один вовремя непогашенный окурок может поджечь весь мир. Я вам напомню, что окурок – это было прозвище Путина, когда он работал в Комитете государственной безопасности. Он работал на внутреннюю, так сказать, не аудиторию, а по внутреннему направлению, по пятому для начала. То есть это была полиция, пятое управление, главное, это была политическая полиция Советского Союза, где он, собственно говоря, и начинал. Окурок – это его погоняло или прозвище. Значит, это я был, кто огласил его публично и оповестил весь мир, как воспринимали Путина его близкие коллеги на основании его деловых и личных качеств. Ну, а теперь поехали. В основном, да практически только, разговор будет идти о той ситуации, которая сложилась в связи с наступлением ВСУ на Курском направлении. Вот для начала хочу с мыслями вас познакомить. Очень умного человека, хотя я его не знаю, но мысли достаточно говорят об этом, для меня, во всяком случае, красноречиво. Это Александр Морозов, который живет в Праге. Он профессор Карлового университета. Его еще называют Пражский университет. Старейший в Чехии и, пожалуй, во всей Европе. И один из старейших университетов мира. Так вот, он на основании анализа ситуации, которая на сей день сложилась в связи с наступлением ВСУ в Курской области, предлагает следующие мысли. Много интересного по итогам 4 дней наступления. Первое. По-новому зазвучала украинская формула мира, то есть требование возврата к границам 1991 года. Возникает предмет обмена. Ну, тут много копий, я уже слышал, поменяли, некоторые говорят, нет, это совсем не об этом, не может быть и речи. Но мысль интересная, там видно будет. Она материальна, эта мысль, потому что в основе ее лежат реальные события. Второй. Нанести ракетный удар по Кремлю с территории Украины нельзя. Международное право, агрессия, понимаете, либерализм, так сказать. Но с территории России-то можно. Это не запрещено никаким международным правом. Наносить удар по Кремлю с территории России, какой-то части Курской области, допустим. Очень интересная мысль. Выяснилось, это третья мысль, что Путин не может объявить войну, а только режим может объявить контртеррористические операции. В той ситуации, когда вражеские войска, имеется в виду ВСУ, уже на территории Российской Федерации. Не может он объявить войну теперь. А это значит, что он не может вообще это сделать.
со многими вытекающими последствиями. Четвертое. Обнаружилось, что Путин довел советское наследие до ситуации, когда никакое ядерное сдерживание не работает. Это для него, для России не работает. Даже в случае, когда вражеская армия уже на территории Российской Федерации допрыгался. Да я вам скажу, это важнейшее событие. Одно оно стоит уже вот этой операции, наступления ВСУ на Курском направлении. То есть мы с вами говорили об этом уже давно, что надо наплевать и забыть о этих ядерных угрозах со стороны Кремля и лично Путина, потому что это все блеф, это фиктивные красные линии. Но теперь уже понятно это всем. То есть последняя заслонка на пути решительных действий, решительной помощи западных союзников Украине в борьбе против фашистского режима Путина, они открыты, все, сняты, исчезли. Можно работать по полной программе. И Путин довел до ситуации. Он же пытался использовать этот ядерный фактор в качестве самого главного, в качестве блефа, пугала такого, под прикрытием которого он и начинал вот эту агрессию, пугая Запад, что не дай бог не вмешивайтесь, иначе вот будет что-то страшное. Все, этого страшного нет и не будет. Ну, видите, вот казалось бы, у них же даже они показывали свою теорию, кричали о ней, о концепции применения ядерного оружия, что когда вражеская армия вступит на нашу святую землю, вот тогда вот оно свершилось. И где оно? Мы же знаем, что оно в критических ситуациях всегда уходит под корягу. Там оно сейчас и пребывает. Следующая мысль. Выяснилось, что для того, чтобы защитить Курскую область, надо отозвать вагнеровцев из Африки. А их-то там не так уже много. Ну, может быть, несколько сотен. И вот критически важно 100 людей погнать обратно, хотя их не так давно туда засунули. Иначе все, иначе провал. То есть это же надо на таком краю пропасти или на такой тонкой проволоке балансировать над этой пропастью. Удивительно, конечно. Гений геополитики Владимир Владимирович Путин. Также обнаружилось, что допустимо, чтобы отдельные командиры, то есть вагнеровцы, чеченцы, делали публичные заявления автономно, независимо от Генерального штаба и Кремля. Это значит потеря управления, вся эта управленческая вертикаль пошла в разнос, чувствуя свою критическую важность для Кремля. Эти все вагнеровцы, чеченцы и прочие, значит, местечковые деятели, они пошли в разнос. Махновщина, пусть не обижается господин Махно, это, конечно, не лучшие его представители, наследники, но такова реальность. Наконец, пятое. Выяснилось, что российская военная разведка практически не существует. И что произошло? В самом начале Герасимов докладывал Путину публично, что там где-то 300 человек из ВСУ пересекли границу Курской области. Почему 300, он сказал? Потому что мало. Этим он объяснял, почему их не заметили. Потому что если там несколько тысяч, вот это уже провал разведки, а где же вы были, у вас ни черта не работает, мог бы сказать Путин, но так 300 не заметил. Но было-то не 300. Там собиралось на границе несколько, теперь оказывается, бригад, несколько тысяч человек, причем много тысяч. Сейчас вот насчитывают, там скопилось уже по обе стороны границы из числа подразделений ВСУ несколько бригад, но так до 10 тысяч человек. Это уже не 300 человек. И вот так получилось, что разведки-то и не оказалось. А где же она была? И только ли одной разведки нет, а может нет и все остального. В общем, вопросы, конечно, великолепные, уникальные. И все это произошло на 3-й год войны, когда уже бардак должен был бы прекратиться. Все уже должно было быть отработано, и, наконец-то, машина начала бы работать как часы. А тут, оказывается, идет все хуже, все идет в раздрай. Вообще, значит, за такое в нормальных армиях, при таком обмане публичного Путина Герасимов должен был бы, ну, по крайней мере, разжалован в ефрейторы или в рядовые. Посмотрим, что с ним будет дальше. В худшем случае могли бы или расстрелять, или повесить, как в свое время Гитлер поступил с адмиралом Канарисом. Проявилось, наконец, на Западе поняли цель вторжения. Они называют эту операцию наступления ВСУ вторжением. То есть давайте не будем
придираться к терминам, чтобы не путаться здесь. Вторжение – это тоже неплохо. Вторжение – это наступление через границу. Итак, Украина стремится дестабилизировать Россию тысячами войск в ходе вторжения в Курск. Об этом пишет «Гардиан», ссылаясь на слова официальных лиц, официальных представителей Украины. Киев стремится растянуть противника, нанося стремительные удары, которые теперь достигают 29 километров вглубь границы. То есть, когда Герасимов докладывал Путину впервые, то, что показали по телевизору, и поклялся, значит, быстро это дело прекратить и нанести скорейшее поражение противнику, с тех пор, значит, так называемый противник, то есть ВСУ, в состоянии примерно, с глубиной примерно 3 километра, продвинулся на 29. Это свидетельствует о том, что ВСУ продолжают наступление, и враг пока не может его остановить. Украинские источники сообщают, что тысячи военнослужащих направлены на наступление в Курской области на 6-й день. И об этом свидетельствуют уже редкие видео, спутниковые снимки, которые показывают захват соответствующих российских деревень. Представитель украинских сил безопасности заявил агентству «Франс Пресс». Ну, когда говорят украинских сил безопасности, значит, это или руководитель СБУ, или ГУР. Сообщили, что целью вторжения является дестабилизация обстановки в России и вытеснение российских войск легкими и быстрыми атаками. Остается неясным, насколько устойчивой будет операция в среднесрочной перспективе. По разным данным, в операции участвуют несколько украинских бригад. Потом они будут названы. Телеграф, The Telegraph, британская, сообщает, Россия строит дополнительное оборонительное сооружение рядом с Курской атомной станцией. Эти сооружения уже замечены, зафиксированы на расстоянии примерно 5-8 километров от атомной станции. То есть, что когда-то казалось немыслимым, становится все более очевидным. Есть такой адвокат, он американо-британский, в общем-то, он достаточно знаменитый не только в Соединенных Штатах, но и на международном уровне. Это Роберт Скотт Хортон. Он читает сразу в нескольких университетах, ну, в общем, это светило. Так вот, он сообщает со ссылкой на свои источники. Ну, человек такого уровня, он знает, на какие источники можно полагаться, поэтому я беру от него. Российские социальные сети наполняются сообщениями о том, что в приграничных районах Курской области царит паника. Нет ни полиции, ни пожарных, ни медиков, ни представителей российской администрации. Российские населенные пункты покинуло более 76 тысяч человек. Это катастрофа, господа. Большинство людей уехали сами, так как организованной эвакуации нет. Не могут, не способны российские власти обеспечивать такое серьезное, хотя, в общем-то, и выполнимое мероприятие. Происходит депопуляция населенных пунктов, деревень. И это стало катализатором повального российского мародерства среди оставшегося населения. Ну, прямо как вот накануне во Вторую мировую войну, накануне входа там немцев, вермахта, в очередной национальный пункт. Магазины разграблены, ни воды, ни газа, ни света. Организованной эвакуации не было, сообщают местные жители. Аналогичная ситуация сложилась и в других приграничных российских муниципалитетах. Жители говорят, что представители администрации сами спровоцировали коллапс в приграничных районах, бросив людей на произвол судьбы. BBC сообщает, российские войска находятся на расстоянии до 30 километров. Украинские войска зашли вглубь территории России на 30 километров. Об этом заявляет сама Москва. Как же это случилось? А Москва, то есть Министерство обороны, признало, что его войска вступили в бой с украинскими войсками в районе сел Толпилино и Общий Колодец, поскольку наступление в Курской области ВСУ продолжается уже 6 дней. Ну, посмотрели люди, где же находятся эти населенные пункты. Так вот, значит, Общий Колодец находится примерно и Толпилино, и Общий Колодец находится примерно в 25-30 километров от российско-украинской границы. В этой связи всполошилась представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова,
которая обвинила Киев в запугивании мирного населения России. Вы представляете, какой, оказывается, психический удар по нервной системе тонкокожего российского населения наносит ВСУ. В общем, то, что до этого делали вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, это так, это все не считается, этого всего не было. А теперь вот запугивать мирное население, нехорошие украинцы, что с ними делать такого? Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству «Франс Пресс», что в операции задействованы тысячи, это уже говорят украинские чиновники, тысячи, рассказывают военную тайну о том, что со стороны ВСУ тысячи военнослужащих, именно ВСУ, это никакие уже там батальоны добровольцев или других непонятных зеленых человечков, это государственная армия Украины. И масштабы вторжения или наступления значительно больше, чем сначала сообщалось и даже предполагалось. Это крупнейшая, скоординированная, что важно, атака на российскую территорию со стороны вооруженных сил Украины. Да не только вооруженных сил Украины, я вам больше скажу. Это страшнее, чем, в общем, ничего, как сообщает по этому поводу The Times британская. С начала 1941 года, ну тут имеется в виду тот период времени, который назывался Великая Отечественная или Вторая мировая война. Так вот, с тех пор никогда на российскую территорию не было вторжения вот таких масштабов. Со Второй мировой войны. Мы перешли в наступление. Цель растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, сказал чиновник Украины. Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его войска пресекли попытки мобильных войск групп противника и бронетехники прорваться вглубь российской территории. Пресекли, но, как саркастически замечает The Telegraph, но в качестве очевидного признания того, что киевские войска продвигаются вглубь, продолжают продвигаться вглубь российской территории, следует сообщение самого Министерства обороны Российской Федерации по поводу того, что бои ведутся у сел Толпилино и Общий Колодец, который находится на расстоянии 25-30 километров от украинской границы. Вот такая картинка, господа. Паника, продолжающееся отступление. Но, в общем-то, наблюдатели, те военные аналитики, которых я ценю, к мнению которых прислушиваюсь, они продолжают оценивать ситуацию. То есть полного анализа не дает никто, потому что слишком мало времени и информации по этому поводу мало. Кроме одного, о котором я вам дальше расскажу. Но те, которые дают рекомендации, говорят, что все будет зависеть от того, как быстро укрепят свою оборону украинские войска, вот, на том рубеже, куда они дошли, как быстро построить свою оборону уже туда, на той линии, куда они отступили, российские войска. Многое зависит от действий авиации. Смогут ли, значит, российские войска обеспечить превосходство в воздухе или нет, это вопрос, потому что, оказывается, ВСУ молодцы, они ввезли туда, ввели не только масса бронетехники, это и американская, и германская, если я не ошибаюсь. То есть там и Мардер, там и Страйкер, и там Брэдли. Они везли инженерные туда войска, оборудование для разминирования и заминирования, системы ПВО. То есть все происходило чрезвычайно продуманно, согласно плану. И все это было совершенно неожиданно, что считают одним из важнейших факторов, который работал на стороне вооруженных сил Украины. То есть ситуация вот такая. Пока момент, инициатива, продвижение, ветер дует в паруса ВСУ. Сколько это может продлиться? Ну, говорят, что надо посмотреть недельку, может 10 дней, и ситуация станет более-менее понятной. И вот по этому поводу наиболее, с моей точки зрения, качественно описал ситуацию и те вызовы, которые, значит, следуют из этой ситуации. Обрисовывает то, что мы можем получить, я имею в виду Украина, ВСУ и все друзья Украины. А что мы можем потерять? Вот такую статью поместил на страницах британской The Times Майкл Кларк. Это профессор Королевского колледжа Лондон, где он преподает
значит, работает в области оборонных исследований или военных исследований. А также он ведущий научный сотрудник РУСИ, Королевский институт Объединенных Вооруженных Сил. Иногда его называют Объединенных Служб, что я считаю неудачным. Это Королевский институт Объединенных Вооруженных Сил. Вот давайте внимательно прослушаем, что он говорит. Тут море информации для размышления и ценных мыслей. Чрезвычайно, повторяю, человек чрезвычайно квалифицированный для такого вида исследований и умозаключений. Вот что он пишет. Вторжение Украины на российскую территорию в Курской области заставило Москву врасплох. Но это же наступление застало врасплох и западных союзников, и прежде всего Вашингтон. Когда началось это наступление, сначала оно выглядело как очередная молниеносная и быстро, и скоропостижная, скажем так, операция типа, вот, когда добровольческий корпус, так называемый, противников Путина наводил шорохи в Белгородской области, которые заканчивались, как правило, ничем. Вернее, они заканчивались ответными очень чувствительными ударами, ракетными, бомбовыми по территории Украины. Но к четвергу стало ясно, что это не просто молниеносная какая-то там скоропостижная операция, а то, что Киев пытается нанести России стратегический контрудар. Все его ждали, думали, предполагали, когда же это второе контрнаступление начнется, а вот оно и началось. И это произошло совершенно неожиданно для всех, повторяю. То есть на этот раз украинское руководство сотворило чудо. Вот это самое главное чудо, которое все отмечают. Это была полная стратегическая неожиданность. И это, говорят, самый громадный плюс того, что до сих пор происходит. И к этому предложил руку президент Зеленский. Говорится в статье. Зеленский отчаянно пытается перевернуть растущее подозрение во всем мире и на Западе о том, что Украина проигрывает свою войну. Но это следует из того, что вот постоянные, мелкие, но упорное продвижение вооруженных сил Раши на Донбассе. И захваты одно за другим путем огромного количества пушечного мяса, пущенного в расход. Но деревеньки захватываются, и у людей по всему миру, прежде всего в западному, складывалось впечатление, что Украина постепенно теряет инициативу и шансы на приобретение стратегического превосходства для начала переговоров. Зеленский, как пишет The Times, пытается найти способ остановить и обратить вспять эту динамику. И он сделал стратегический военный выбор, который смелый, но чрезвычайно рискованный. И здесь вот приводится эта фраза, что с 1941 года Москва не видела ни одного метра собственной территории, на которую кто-нибудь бы вторгся. И картинки, которые появились из Курска, шокируют российскую общественность. И Кремлю, возможно, вероятно, будет трудно справиться с этим эффектом. То есть и судьба самого Путина поставлена просто ребром на кон. Не теоретически, а уже достаточно в практическом плане. Такая ситуация, продолжает статья, вызывает беспокойство у некоторых западных лидеров, поскольку натовская наземная техника теперь используется на территории Украины. То есть это еще одна красная линия, которая была пресечена. Теперь, значит, что получается? Это была неожиданностью наступления, в том числе для западных союзников. То есть с ними не обсуждали вопрос, а можем ли мы использовать вашу технику для этого наступления вглубь российской территории. То есть это так почище получается, чем глубинные удары ракетами «Атакамс», которые вот все время то дают, то есть жалобы не дают, а тут вот взяли, не спросив разрешения, и использовали бронетехнику прежде всего, а также «Хаймарс», для наступления вглубь территории. То есть это еще вот чисто визуально, это более вызывающее в отношении Кремля, чем использовал бы просто ракеты. Но тут вот, как отмечает газета, почему не согласовали с Западом? Потому что знали, что если начнешь спрашивать и согласовывать, то такого разрешения не дадут. И это то, о чем мы с вами говорили здесь в течение нескольких месяцев. То есть была здесь использована система понятная, система правового государства на Западе, согласно которой все, что не запрещено, дозволено.
Видимо, нигде в переговорах, в разговорах и на бумаге, в контрактах между Украиной и странами НАТО не было нигде записано о том, что нельзя использовать Брэдли, Смардер для вторжения вглубь российской территории. Никому это просто в голову не пришло. А раз не было запрещено, значит, можно использовать. Вот так же надо было давно и с атакамцами, вместо того, чтобы несколько месяцев постоянно там гундеть, разрешите, разрешите. Надо было, не было запрещения, бейте. То же самое со Storm Shadow, когда лорд Камерон сказал, есть разрешение, надо было им пользоваться, а не спрашивать 21 раз. Так это вы правду сказали или вы пошутили? Дальше, значит, отмечается, что план, который предприняли вооруженные силы Украины, он чрезвычайно рискованный, потому что теперь у Москвы и у Путина у них просто нет другого выхода, кроме как пресечь это вторжение. Съехать куда-нибудь налево, направо, назад никак не получается. То есть режим кремлевский, он потрясен. Народ, ну, представляете, там 75-79 тысяч в панике бегут. Опять-таки, это как Вторая мировая война, не знаю, они коз, свиней и коров тащат ли с собой впереди или нет. Полная паника. И это в стране, в которой нанофюрер, как в 30-е годы, первый настоящий фюрер, объясняли своему народу, что никогда ни одна бомба не упадет. Тогда было на германскую территорию, а сейчас на российскую. И никогда ступа или вот, сапог иностранного солдата не ступит на нашу священную землю. Вот оно и произошло. Автор сравнивает то, что произошло, с известной в военной истории операцией американских войск в 1950 году, когда шла Корейская война, когда при помощи китайцев, высадившихся, северные корейцы, но там в основном китайцы были, по-моему, 280 тысяч, пришли на помощь северным корейцам, и они погнали южных корейцев, туда уже до Сеула дошли. И тогда МакАртур, это герой Второй мировой войны, он предпринял высадку десанта морского в Инчоне. Очень сложная была чисто техническая высадка десанта, и оно должно было стать, эта высадка, стратегическим переломом. Мало кто, то есть далеко не все верили в Белом доме в Вашингтоне, что МакАртуру удастся эта операция, она удалась. И потом, значит, погнали китайцев и севернокорейцев обратно туда, на север. И вот автор сравнивает по качеству. Это историческая операция. Теперь появляется вторая историческая. Наступление в Курской области. Но тогда при помощи успеха этой высадки в Инчоне может быть совершен стратегический перелом в другую сторону, то есть в пользу американцев и южнокорейцев. Сейчас, к сожалению, контрудар или наступление ВСУ не приведет к стратегическому перелому во всей войне. Он может достичь лишь ограниченных целей. Но это чрезвычайно важные цели. Ну, во-первых, тут говорится о том, что эта атака, киевские военачальники, как пишет автор, надеются, что эта атака отвлечет какую-то часть российских вооруженных сил от других участков фронта, где они оказывают большое давление на украинскую сторону. Прежде всего, конечно, это имеется в виду северо-восток, это Донбасс, это называется конкретно Часов Яр, Покровск. Затем второй вариант. Украинские силы в районе Курска могут надеяться на захват атомной электростанции. Обращаю ваше внимание, об этом говорят на страницах уважаемой газеты, не экстремистского какого-нибудь боевого листка. И говорят уважаемые люди, то есть то, что казалось еще 3 дня назад, ну просто немыслимым даже поднимать этот вопрос, ах, боже мой, да что ж такое, это же атомная электростанция, как посмеют ВСУ это сделать. А теперь этот вопрос ставится в практическом плане. А вот так как российские головорезы это сделали в отношении Запорожской атомной станции, так обратная сторона может поступить и в районе Курска. То есть вопрос стоит как рабочий в повестке дня. От чего зависит вот этот успех ограниченный, который возможен, на что может надеяться Украина и ВСУ в сложившейся ситуации? Все эти цели, то есть или же отвод российских войск на подкрепление в Курскую область из других участков фронта, или же продвижение и захват Курской станции, до которой, получается, остается. Там уже линия обороны, как я вам сказал, в 5 километрах от этой станции, а по состоянию на позавчерашний день, там весь мужской персонал оттуда сбежал, или его вывели, там одни женщины оставались. Так вот, значит, выбор этих целей будет зависеть от того, как долго и каким образом украинцы будут удерживаться в этом, ну, как он называет,
Курском кармане. То есть если Украина проигрывает там, вернее ВСУ, не дай бог там поражение или же там неудачное отступление, но это вообще катастрофа. То есть надо выигрывать. Надо выигрывать. И, как пишет автор, пока все указывает на то, что Киев настроен серьезно. Ну, во-первых, значительные и элитные части ВСУ участвуют в этой операции. 22-я, 88-я механизированная бригада Украины. Это все на тексте, господа. Это публичная уже информация, поэтому я врагу азбукой Морзе не передаю никаких секретов. Плюс 80-я десантно-штурмовая бригада. Они уже находятся на российской стороне границы, а также при поддержке других бригад или подразделений других бригад. Общая численность личного состава этих бригад, которые участвуют в этой операции, составляет до 10 тысяч человек. Это очень серьезно, конечно, да. Их операции предшествовала впечатляющая атака. И здесь говорят, как это было сделано. Но я не буду вам детали рассказывать, потому что там в некоторых местах просто детали по пунктам описывалось, как это все происходило. Не будем раскрывать врагу эти конкретные детали, отмечу только вот общее, что было сделано. Все эта атака происходила с применением средств радиоэлектронной борьбы, которая ослепила российские пограничные укрепления и ослабила мощь их беспилотников. Среди техники, которая была задействована в наступлении, это американские машины «Страйкер», немецкие бронемашины «Мардер» и американские М2 «Брэдлис», которые названы звездами войны этого года. Еще более примечательно, что эти подразделения, эта техника, вошли на российскую территорию со значительным количеством инженерной техники, с саперным оборудованием, с реактивными системами залпового огня «Хаймарс». «Хаймарс» – это тот, который недалеко до сих пор не разрешали бить, но теперь его подвинули туда, ближе к Москве, чтобы недалеко бить, а ближе, чтобы было. И, наконец, дальнобойные минометы и наземные средства ПВО. Украинская армия, очевидно, намерена стоять и сражаться в захваченной территории и, возможно, еще получит подкрепление. Северная группировка российской же армии, которая находится примерно в том районе, обычно насчитывает около 50 тысяч. Большинство из них было сосредоточено в районе Белгорода для участия в застопорившемся наступлении на Вовчанском направлении. Теперь эти части оттягиваются и медленно передислоцируются в сторону Курска. То есть одна из целей ВСУ этой атаки, она практически реализовывается. Но при передислокации вооруженные силы врага натолкнулись на украинские минные поля. Вот для этого и нужна была техника. Молодцы, быстро сделали. Быстро, вот так бы в свое время развернули эти минные поля в начале мая этого года, когда враг начал массированное наступление на Харьковском направлении. Вот почему тогда этого не было? То есть могут. У меня такое впечатление, что какого-то крота просто нейтрализовали, закрыли в комнате. И вот все это получилось. Во-первых, все неожиданно и все работает. Но это так, мое предположение. К субботе, то есть к вчерашнему дню, на восточной границе, в стороне Кармана были ожесточенные бои. Российские ВВС совершали интенсивные боевые вылеты, но там, слава богу, система ПВО была. Украинские войска, подводя итог ситуации, пишет газета, украинские войска выиграли первые раунды этого сражения. Слава ВСУ, господа, слава ВСУ. В конечном итоге в предстоящих боях все решит численность, и дальнейшее существование этого вторжения на российскую территорию будет невыносимо для Путина. Оно уже невыносимо. То есть сейчас туда двинут все, что могут, для того, чтобы это дело пресечь, как обещал Герасимов. И что в этой ситуации, значит, может и должна сделать Украина, ее вооруженные силы? Как пишет автор, военный успех этой операции будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить Москву заплатить за возвращение своей территории в Курской области, которую сейчас заняли ВСУ. Если борьба будет долгой, а цена для России высокой, украинские войска могут получить огромную выгоду на других направлениях. Ну, во-первых, на фронте, а во-вторых, возникает вот та долгоискомая
позиция силы, с которой можно начинать переговоры. То есть главная цель, господа, вот этой всей операции – это заставить Москву долго сражаться за возвращение своей территории и заплатить за это самую высокую цену путем потери живой силы и техники. Политический успех будет зависеть от того, как эта ситуация откликнется или повлияет на психологию в Москве, так называемых высших эшелонах власти. Вызовет ли эта ситуация в окружении Путина искреннее сомнение в том, что война действительно стоит своих постоянно растущих потерь и затрат? То есть речь идет о том, что ВСУ должны остаться там, желательно расширить, но, по крайней мере, не уйти оттуда в течение дней. Враг должен заплатить достаточно много, чтобы с этого Украина получила существенное преимущество. Первоначальная реакция Кремля – выдать это за нападение, выдать это нападение или, значит, контрнаступление за провокацию, за террористическую атаку, оно не сработало. Даже для российских государственных СМИ это все выглядит как прямая, уже вот наконец-то они освоили, что это полноценная война, хотя раньше они и повизгивали. Но тогда они в основном придумывали, что все НАТО против них там воюет. А вот теперь настоящая война. Что интересно, проверяя палату, температуру в 6-й палате, заходя на все эти каналы, как-то они вот обходят вопросы, а что же там? Что же там в Курской области? Обсуждают все, что угодно, но только не этот вопрос. Причем это вот с учетом главного пропагандистского канала Кремля. Политическим лидерам, зачастую не имеющим военного опыта, в Украине приходится принимать важнейшее стратегическое решение. Вот она, господа, суровая правда жизни. Так случилось, что когда на кон поставлен само вопрос вообще о существовании принципиального государства вообще, оказалось, что во главе стоят, как тут деликатно написано, зачастую не имеющие военного опыта политические лидеры. Ну, это судьба, это рок. Когда Зеленский, комик, ставший политиком, появился на одной из киевских улиц в самом начале российской агрессии в 22 году, чтобы заявить, что никуда не уйдет и Украина будет сражаться, он принимал самое важное стратегическое решение в своей жизни, пишет газета. Это на тогда оно было самым важным стратегическим решением. На этой неделе он принял второе по значимости и еще более рискованное решение. Вдумайтесь, господа, что поставлено на карту. Что значит вот это наступление в Курской области? Итак, подведу краткие выводы. Наступление не было согласовано с союзниками, и это хорошо, отчасти. Иначе бы они никогда не разрешили использовать свою бронетехнику, химарсы, системы ПВО и так далее. Не с чем было наступать. Но не было запрещено, а все, что не запрещено, позволено. Я, конечно, не питаю иллюзий, что это нас услышали, но, во всяком случае, господа, это свидетельствует о том, что мы с вами держим нос по ветру. Но это и плохо, с другой стороны, потому что вот сейчас как раз та ситуация, когда Мордору может быть нанесено страшное, сильнейшее поражение. И ситуация серьезно изменится, и реально будет позиция силы на переговорах, и можно их начинать. Но для этого нужна четкая, масштабная, как часы, координация между Украиной и ее союзниками. Поставки должны идти мощным, непрекращающимся потоком 24/7. У меня такое впечатление, но раз не обсуждали предварительно эту атаку, значит, ничего этого не было. Насколько быстро сейчас это все пройдет, вот этот вопрос. При этом надо учитывать, что Вашингтон сейчас, все политики, все институты власти озабочены прежде всего чем? Правильно, выборами. Вот это сложный вопрос, но его нужно решать, потому что, опять-таки, вот умные люди пишут на страницах умных газет, что на кону поставлено само существование государства. То есть для Путина, вы понимаете, если еще неделю назад или там 10 дней назад можно было в худшем варианте пойти на путинские условия, отдать Крым, отдать 4 вот эти территории украинские, согласиться с нейтральным статусом и так далее, то сейчас это уже, я боюсь, не работает. Потому что на карту поставлена жизнь самого Путина, иначе он проиграл. То есть нулевого варианта быть не может, ничейного и близко к ничейному или удобоприемлемому.
Сейчас или проиграет одна сторона, или проиграет другая. Поэтому и пишет автор, что вот это решение, которое принял Зеленский 10 дней назад, оно может быть более, то есть оно однозначно более рискованное, и может быть более важное, имеющее более стратегические последствия для Украины, чем его первое решение 24 февраля 2022 года. Следующее. Это отчаянная ситуация, которая стала результатом совокупности внутренних, чисто украинских вопросов и внешних для Украины причин. Это та ситуация, когда, опять-таки, на карту поставлена судьба государства и существование нации, так, по большому счету. Поэтому надо всем объединяться. Всем без исключения. Вот, господа, поэтому, в частности, я и открыл свой американский англоязычный канал, скажем так. Потому что не только в Украине, но и в Соединенных Штатах все должны понимать, сколь важно то, что поставлено на карту сейчас, причем для всего мира. А ситуация в Вашингтоне такова. Если выиграет Трамп, тут даже не вопрос не в Украине. Главное для него, по сути дела, единственное, это внутренняя повестка дня, в которой он будет переформатировать государство. Как говорят его противники, из демократии будет делать автократию. Да он и сам, собственно говоря, не скрывал об этом. Поэтому все остальные вопросы, включая Китай, не говоря уже о России, вместе с Украиной, они все уйдут в свободное плавание. То есть Америка уйдет отсюда в свободное плавание. Ну и вы понимаете, что произойдет. Поэтому вопрос исхода президентских выборов является одним из основных факторов в дальнейшем развитии событий на фронтах войны Украины. Поэтому я и открыл этот канал именно сейчас. Поддержка союзников критически важна. И прежде всего Соединенных Штатов Америки. И проигрыш Трампа на выборах является условием существования Украины. Проигрыш Трампа на выборах, я повторяю, является экзистенциально важным, необходимым фактором для победы Украины. Но пока, повторяю, еще раз, то, что пишет автор на страницах The Times, Украина пока выигрывает этот раунд борьбы. Пожелаем успеха. У нас нет другого выхода. Не то, что пожелаем. У нас просто нет другого выхода. Только успех. Поэтому, как всегда, в заключение этой передачи. Слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. Напомню еще раз в конце. Завтра примерно в 3:15:00 по киевскому времени я разворачиваю очередную, очень важную для американской аудитории видео в том, как в Москве в 2016 году шампанским отвечали известное событие. Это очень важно американской аудитории для понимания того, что происходит. Так вот, прошу не полениться, зайти туда. Кто не подписался, подписаться, поставьте лайки, прослушайте какую-то часть этого видео, а главное, распространяйте своим знакомым, друзьям, родственникам, которые проживают в Соединенных Штатах Америки и владеют в основном английским языком. До новых скорых встреч, друзья. Но пасаран, руссофашизма не пройдет.